Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой интересный полуажурный, я бы сказала, узор, который идеально подойдет как к летним вещам, так и для демисезонных изделий. Красиво узор смотрится что в платье, что в топе. Вот так выглядит его лицевая сторона. Если вязать от горловины, узор будет иметь вот такой вид. Изнаночная сторона ровная, гладкая, как у большинства ажурных узоров. Что хочу сказать по пряже. Для этого узора подойдет практически любая гладкая или пушистая ткань любой толщины, кроме очень толстой, где идет там 100 метров в 100 граммах. В принципе, наверное, будет толстовато. А вот 200 метров в 100 граммах и тоньше ниточку можно использовать. По спицам я бы рекомендовала для этого узора не брать очень тонкие спицы. Чем толще спица, тем будет более воздушно получаться сам узор. Образец я вязала из пряжи полухлопок. Толщина ее в 100 граммах 250 метров. И данный образец я вязала на спицах номер 4. Это максимально рекомендуемый размер для производителя для данной пряжи. С вами я хочу образец, который буду провязывать вместе с вами. Я буду использовать такую же пряжу, только хочу взять спицы еще на размер больше. И посмотрим, как это будет выглядеть. По схеме вы видите, что узор вяжется, формируется и по лицевой, и по изнаночной стороне, но он настолько легкий и интуитивно понятный, что немножко добавив внимания, справится с ним даже начинающий мастер. Раппорт данного узора 12 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Для образца я набрала 26 петель, 2 раппорта узора и 2 кромочные петли. В этом узоре петель симметрии нет. Итак, первый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, накид, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе с наклоном влево. Теперь будет 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Обратите внимание, что 2 вместе смотрят друг на дружку. Это вам будет полезно, когда будете вязать изнаночный ряд. Там будет та же самая картинка у нас. Далее идет 3 лицевые петли, накид и изнаночная. И повторяем раппорт узора. Изнаночная, накид, 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе с лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В зависимости от того, как вы вяжете, смотрите просто, чтобы не было у вас скрещенных петелек. Если нужно, меняйте их местами, как это делаю я. Далее 3 лицевые, накид, 1 изнаночная и кромочная петля. Это я провязала первый ряд узора. Второй ряд вяжется точно так же, только мы вяжем вместо лицевых изнаночные петли и наоборот. Итак, второй ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 изнаночные.
Далее идут 2 изнаночные вместе. У нас на лицевой стороне 2 вместе смотрели к центру, и по изнанке они также будут смотреть у нас к центру. То есть первые 2 изнаночные мы провязываем вот таким образом. Вторые 2 изнаночные я петельки, расположение петли меняю местами, чтобы она смотрела как лицевая, и провязываю, подхватывая вторую петельку, потом первую, как 2 вместе одной петлей изнаночной. Все. Далее по рисунку 2 изнаночные, накид, 1 изнаночная, лицевая петля. Это я провязала раппорт узора. Второй раппорт. Лицевая, изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петелек, чтобы они не получались у меня скрещенные. 2 изнаночные, накид, изнаночная, лицевая и кромочная. Ее провязываю изнаночной скрещенной. Третий ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Далее идет 2 вместе с лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 лицевые и изнаночная петля. Я закончила провязывать раппорт узора. Второй раппорт вяжется точно так же. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. И заканчиваю ряд кромочной петлей лицевой скрещенной. Четвертый ряд. Изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Далее будет 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Не очень удобно их поддевать бывает, но оно того стоит. Накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Лицевая петля. Это провязала 1 раппорт узора. Второй раппорт. Лицевая, 3 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Вот таким образом это все провязывается. Накид, 3 изнаночные петли, 1 лицевая и кромочная. Вот мы провязали 4 ряда узора. Следующие 4 вяжутся просто резинкой 4 на 2. Это видно по схеме, но я с вами провяжу. Кромочная, 1 изнаночная, 4 лицевые петли, 3, 4, 2 изнаночные, 1, 2, 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 изнаночные, то есть изнаночные над изнаночными и изнаночные над 2 вместе. Все остальные петельки провязываем лицевыми. И вот таким образом мы вяжем с 5 по 7 ряд, 5, 6, 7, 8 ряд. Изнаночный ряд
мы вяжем просто по рисунку, меняя тоже изнаночные на лицевые и лицевые на изнаночные петли. Вот таким образом. Так, это у нас 5 и 6. Я начало покажу. Вот кромочная петля. Это изнаночная, я ее изнаночной провязываю. Петельки лицевые я буду провязывать лицевыми. И вот точно так же мы провязываем 7 и 8 ряд. Итак, я провязала 8 рядов нашего узора пол раппорта в высоту. Как видно по схеме и по моему образцу, узор формируется в шахматном порядке. То есть следующие 8 рядов будут вязаться точно так же, только будет смещение в пол раппорта. 9 ряд. Кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петелек, чтобы не было скрещенных. Далее 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 изнаночные. Накид. 3 лицевые. 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это я провязала один раппорт узора. Второй раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые петли. Накид. 2 изнаночные. Накид. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная петля. 10 ряд. Кромочная. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, потому что мы помним, что 2 вместе смотрят друг на дружку. Но это начало ряда, поэтому смотрят они к кромке. 2 изнаночные, накид, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, а следующие 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Вот таким образом. 2 изнаночные, накид, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, накид, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево и кромочная петля. 11 ряд. Кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот так у меня располагаются петельки. Вы смотрите по своему вязанию. Поэтому здесь я провязываю вот таким образом. А 2 вместе с наклоном вправо. Вот петельки должны смотреть как изнаночные. Подхватываю под вторую и провязываю их 1 лицевой петлей. Далее идет 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная петля. 12 ряд. Кромочная. 2 вместе изнаночной
с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 2, 3, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2, 3, накид, 2 вместе изнаночные с наклоном влево. Это я провязала 1 раппорт узора. И повторяю. 2 вместе изнаночные с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной с наклоном влево и кромочная петля. С 13 по 16 ряд мы также вяжем резинкой 2 на 4. То есть где 2 вместе и где изнаночные, мы вяжем изнаночные, все остальное лицевыми петельками. Кромочная, 1 изнаночная, так как у меня здесь 2 вместе, 4 лицевые петли, 2 изнаночные. И так до конца ряда. 4 лицевые, над 2 вместе, 2 изнаночные. Таким образом мы провязываем до конца раппорта узора 4 ряда резиночкой 2 на 4. Последняя кромочная. Итак, я провязала 1 раппорт в высоту и 2 раппорта в ширину этого узора. Здесь я брала спицы немножечко потолще, и узор выглядит более вот таким свободным, воздушным. Но это все дело вкуса. Показала это, чтобы вы имели представление. Надеюсь, узор вам понравился и вы найдете ему применение. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале!